Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим самую вкусную украинскую домашнюю колбасу с чесноком. Так, колбасу мои родители готовят уже больше 40 лет, а раскупают ее быстрее, чем она готовится. Эти колбаски не нуждаются в рекламе, ведь ее бронируют еще до того, как заколят кабана. Рецепт родом из юга Украины, Приазовья, и остается неизменным уже не одну сотню лет, сохраняясь в старых семейных тетрадках. Я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь и не забудьте сохранить этот уникальный рецепт домашней колбасы. Каждый год традиционно перед Пасхой родители колят кабана. И первый самый важный ингредиент – это свиные кишки. Это будет натуральная оболочка для домашней колбасы. Но сейчас все проще, и очищенные готовые к приготовлению кишки продаются в каждом супермаркете. Итак, очищаем свиные кишки от внутренностей. Их нужно хорошо промыть и вывернуть наизнанку, снова промыть и пропустить каждую кишку через спицы. Таким образом снимается ненужный внутренний слой, не повреждая при этом тонкую оболочку. Конечно же, это кропотливая работа, и нужно делать все аккуратно, чтобы ее не порвать. Держи лишь. Так, слегка. Кто-то один держит плотно друг другу спицы, а другой пропускает между ними кишку. Перепробовав много методов, родители остановились именно на этом. Им так проще всего подготавливать оболочку. Они перевернутые уже. Уже очищенные кишки помыть в очень соленой воде, слить эту воду и оставить в новой такой же соленой воде, пока будем подготавливать все ингредиенты для начинки колбасы. Свинину нарезаем кубиками 3 килограмма. Здесь очень важно его нарезать именно мелкими кубиками, размером примерно в 1 сантиметр, а не пропустить через мясорубку. Это очень влияет на вкус. Сейчас пока его режет, подожди. Нормально. Количество сала добавляем в зависимости от того, какое используем мясо. Если мясо жирненькое с прожилками, тогда сала можно поменьше. А если суховатое, тогда сала берите побольше. Сало уже можно выбрать, либо нарезаем мелкими кубиками, либо пропускаем через мясорубку. От 700 грамм до 1 килограмма. Я полкилограмма сала нарезала мелкими кубиками, чтобы вам наглядно показать, как резать. А остальные полкилограмма сальца пропускаю через мясорубку вместе с чесноком. Чеснока нам понадобится 300 грамм. – 900 мл молока любой жирности закипятить и остудить до теплого состояния. В порезанное мясо добавляем все сало и перемешиваем. Солим по вкусу и добавляем перец душистый молотый и горошком измельченный. У меня на это количество уходит 1 пачка душистого перца и 1 пачка горошка. Влить молоко в фарш и перемешать. Оставляем фарш на 10 минут, потом его перемешать, подбивая лопаткой, и снова оставить настояться на 20 минут. За это время фарш хорошо промаринуется. На мясорубку надеваем насадку для колбасы без ножа. Кишки перед наполнением нужно очень хорошо промыть от соленой воды. Надеваем кишку на насадку и небольшими порциями проталкиваем фарш в оболочку. Все делаем аккуратно и не спеша. Концы завязываем ниткой с 2 сторон. Мама уже наловчилась, и некоторые колбасы завязывают без нитки узел из самой оболочки. Начиняем не сильно плотно, чтобы колбаса оставалась мягенькой. Я длинную сильно сделала. Она не хватает дней. Понял? Здесь уже добавить нечего. Родители работают как единый механизм. Все. Все завязываем. Вот так. Покажи так красиво. О, покажи. О, такие хорошие. Посмотри. Ого, красавица. Теперь водичка кипит. В большой кастрюле кипятим воду и добавляем соли 1 столовую ложку с горкой. Ложку с горкою? Да, хорошую-то.
Можно еще пару листочков лаврового листа. Колбасу перед варкой нужно проколоть иглой с двух сторон, чтобы они не лопнули. Вот так? Все, хорошо, молодец. Кладем колбасу в кипящую воду и варим на среднем огне 15-20 минут. Колбасу в натуральной оболочке нужно всегда сначала проварить, а потом уже жарить. Напишите в комментариях, пробовали ли вы настоящую домашнюю колбасу со свежего мяса в натуральной оболочке. Прошло 20 минут, достаем колбаску. Вареную домашнюю колбасу можно уже в таком виде заморозить, а потом достать и поджарить перед подачей на стол. Теперь колбаску нужно поджарить. Это можно сделать на сковороде, либо в духовке. Я буду запекать в духовке. Смазываем противень растительным маслом и выкладываем вареную колбасу. Запекаем также минут 20 до румяной корочки. Жареную или запеченную колбасу можно хранить в морозилке, либо залить смальцем. Для того, чтобы сделать смалец, нужно сало мелко нарезать кубиками и потопить его на сковороде. Шкварки убрать, а жидким смальцем заливаем колбасу, и в таком виде она может храниться до 4 месяцев в прохладном месте. Домашняя украинская колбаса с салом и чесноком готова. Вкуснее колбаски, чем за этим семейным рецептом моей мамы, я не ела ни разу в жизни. Тоненькая, зажаристая и в то же время мягкая корочка, а внутри ароматные кусочки мяска с сальцом дополняют невероятный аромат чеснока и перца. Если готовить домашнюю колбасу, то только за этим рецептом. Всем огромное спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!